расположились. Вас ничего не отвлекает, ничего не мешает. Комфорт. Замечательно. Итак, здравствуйте еще раз. Меня зовут Кирилл Андреевич. Можно просто Кирилл. Я буду вашим психологом. Очень приятно. Это наша с вами первая встреча, поэтому сейчас я быстренько вам расскажу, чем мы с вами сегодня здесь будем заниматься. Заниматься будем следующим. Просто мило, в комфортной обстановке, спокойно пообщаемся, побеседуем. Вы мне расскажете все, что вы сами захотите, только то, что вы посчитаете нужным. Я буду задавать вам некоторые вопросы, а вы мне на них отвечать. Да, ключевое слово в комфортной обстановке и абсолютно спокойно. То есть я не буду из вас выпытывать какие-то тайны или детские травмы. Мы просто мило побеседуем. Хорошо. Итак, с вашего позволения, давайте сразу и начнем. Сейчас я задам вам несколько банальных и, может быть, на первый взгляд вам покажется странных вопросов, но так надо. Просто отвечайте на них прямо и все. Готовы? Замечательно. Итак, начнем. Назовите, пожалуйста, ваше полное имя, фамилию и отчество. Да, хоть мы с вами уже и познакомились. Назовите также дату своего рождения и сколько вам полных лет. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, сегодня 14 июля 2007? Нет, все верно. Расскажите, что привело вас ко мне? Ну, может быть, у вас есть какая-то проблема, которая вас тревожит, гложет изнутри. Может быть, вы просто хотите лучше себя понять, раскрыть свой внутренний потенциал. Да, расскажите мне своими словами, как вы это чувствуете. Да, причин может быть несколько, не обязательно одна. Угу. Ну и интересно тоже. Это похвально. Познавать себя нужно, потому что мы тот человек, наше внутреннее я, это тот человек, с которым мы живем всю жизнь. Это самый близкий для нас человек. Так. Угу. Есть некая проблема. Хорошо. Опишите своими словами. А вы думаете? Ну, вообще, затяжная депрессия – это достаточно серьезный диагноз. Скажите, пожалуйста, вы сами так решили или вам кто-то об этом сказал? Тогда позвольте поинтересоваться, в чем это проявляется. Да, может быть, у вас какие-то симптомы, на которые вы обращаете внимание. Апатия. Бессонница. Назовем это упадок сил. Угу.
грустно и одиноко, я правильно понимаю? Мгм. По какой-то причине или без причины? Хорошо, я понял. У вас есть близкие друзья? Как много? Как часто вы с ними общаетесь? Мгм. И почему? Понимаю. А ваши родственники? Ну да, как часто общаетесь с ними? Живут в другом городе, я понял. Вы созваниваетесь, общаетесь по интернету. Мгм. Как часто? У вас есть семья? Я имею в виду ваша собственная. Мгм. Как обстоят дела? Хорошо, как скажете. Мы можем к этому вернуться попозже. Следующее, о чем я вас хочу спросить, это как вы отдыхаете? Сколько спите? Примерно. Мгм. То есть, да, это мало. И во сколько вы засыпаете? Вы пробовали какие-либо медицинские препараты, ну, чтобы улучшить свой сон? Снотворное, может быть, там, банальный мелатонин. И как результат? Мгм. Ваша усталость, в чем она проявляется? Ну, допустим, вы с утра просыпаетесь и вы уже устали, или это как-то вот в течение дня накапливается и потом обрушивается на вас вечером, ну, по своим ощущениям, как скажете. Мгм. Я понял. В целом, вам тяжело? Мгм. Изматывает. Собственно, основываясь на вот этих вот симптомах, вы решили, что у вас затяжная депрессия. Мгм. Где вы нашли эти симптомы? В интернете. Что ж, есть что-то такое, о чем вы еще хотели бы мне сами рассказать? Мгм. Что-то еще? Хорошо, тогда, с вашего позволения, мы перейдем к небольшому диагностическому тесту. Он позволит выявить у вас наличие этой самой депрессии, а также околодепрессивных состояний. Что вам нужно будет делать? Сейчас я буду называть вам по очереди 20 утверждений. На каждое из них вам нужно будет ответить следующее. Варианты такие: всегда, часто, иногда, никогда. То есть я вам называю утверждение, вы выбираете какой-то вот один из этих 4 вариантов. Угу. Ну, если что-то забудете, я вам подскажу в процессе. Хорошо. Замечательно, тогда давайте начнем. Итак, первое утверждение.
я чувствую себя подавленным. Всегда, часто, иногда, никогда. Мгм. Второе утверждение. Утром я чувствую себя лучше всего. Всегда, часто, иногда, никогда. Мгм. Третье утверждение. У меня бывают периоды плача или состояния близкого к слезам. Мгм. Четвертое утверждение. У меня плохой сон. Всегда, часто, иногда, никогда. Да, об этом с вами мы уже сегодня поговорили. Пятое утверждение. Аппетит у меня не хуже обычного. Шестое утверждение. Мне приятно смотреть на привлекательных мужчин, женщин, разговаривать с ними, находиться с ними рядом. Мгм. Седьмое. Я замечаю, что теряю вес. Восьмое. Меня беспокоят запоры. Да, и такой вопрос тоже есть. Хорошо. Девятое. Сердце бьется быстрее обычного. Мгм. Десятое утверждение. Я устаю безо всяких причин. Да, это мы тоже сегодня с вами обсудили. 11. Я мыслю так же ясно, как всегда. Хорошо, еще раз. Я мыслю так же ясно, как и всегда. То есть имеется в виду. Да. Всегда, часто. Угу. 12 утверждение. Мне легко делать то, что я умею. Ну да, то есть насколько легко вам дается то дело, в котором вы хороши. Опять же, всегда, часто. Угу. 13. Я чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте. Всегда, часто. Ну, имеется в виду, вот, ощущаете ли вы вот это беспокойство, есть ли у вас? Угу, понял. 14 утверждение. У меня есть надежды на будущее. Ну да, с какими мыслями вы смотрите в будущее. Есть ли у вас надежды всегда, часто? Угу. 15 утверждение. Я раздражаюсь больше, чем обычно. Угу. 16 утверждение. Мне легко принимать решения. Угу. Я понял. 17 утверждение. Я чувствую себя полезным и необходимым. Да, имеется в виду в жизни. Ну, для кого угодно. В общем. Подумайте. Угу. 18 утверждение. Я живу достаточной и полной жизнью. Ну, да, все оно относительно, но в целом сами вы как считаете, не сравнивая с другими, просто опираясь на свои внутренние мироощущения. Понятно, что кто-то всегда живет лучше, чем мы, и веселее, и богаче, но сами вы как считаете? Угу. Хорошо.
19 утверждение. Я чувствую, что другим станет легче, если я умру. Хорошо, еще раз. Я чувствую, что другим станет легче, если я умру. Другим. Имеется в виду люди, окружающие вас. Подумайте. Хорошо. И последнее, 20-е утверждение. Меня до сих пор радует то, что радовало до этого. Ну, что обычно вас радует. Вы продолжаете испытывать радость? Угу. Хорошо. Итак, с вопросами все. Сейчас я быстренько подсчитаю ваши ответы, проанализирую их. Угу. Пока можете откинуться, принять более комфортное положение и немножко помечтать о чем-нибудь приятном. Нет, это недолго, буквально несколько мгновений. Так. Хорошо. Так, 10 утверждение. Итак, я проанализировал ваши ответы и могу с полной уверенностью заявить, что депрессии у вас нет. Даже легче стало. Это хорошо. Скажем так, вы немного запутались в себе. Мы с вами живем в немного сумасшедшее время, в эпоху сверхпотребления, соцсетей, когда нам изо всех источников прямо-таки вещают, что мы должны больше зарабатывать, иметь все самое лучшее, путешествовать 5 раз в год, что у нас должна быть самая классная семья, самая дорогая машина, дом, либо квартира в престижном районе, яхта. И в погоне за вот этим вот призрачным образом, который нам навязывается в соцсетях, в обществе потребления, в погоне за этим образом, очень часто мы забываем, кто мы есть, и что жизнь состоит из маленьких мелочей, которые делают нас счастливым. Это довольно распространенное сейчас явление. Я часто с этим сталкиваюсь на своих приемах. В этом нет ничего страшного. Я здесь для того, чтобы вам помочь. И на наших с вами встречах я приложу все свои усилия, чтобы это сделать. А от вас просто требуется откровенно общаться и рассказывать о том, что вас тревожит. Угу. Что? Хорошо. Да, конечно.
Да, я согласен с вами, жизнь, конечно, тяжелая штука, но зачастую мы сами ее усложняем и делаем тяжелее. Конечно, нам помогают извне, но часто наши трудности, наши проблемы, они в первую очередь у нас вот здесь, в голове. Собственно, поэтому и существуют такие люди, как я, которые могут подсказать, помочь каким-то советом, ну или просто выслушать. Иногда для того, чтобы человеку стало легче, достаточно просто выговориться. Я очень рад, как мы с вами сегодня пообщались. Мне очень понравилась наша с вами беседа. Вы очень откровенный человек. Я не знаю, как вы общаетесь с другими в жизни, но я считаю, что сегодня у нас с вами состоялась прекрасная беседа. Под конец нашей встречи я дам вам небольшое домашнее задание. Ничего страшного, не беспокойтесь. Сегодня устройте себе вечер эгоизма. Здорового, приятного, нормального эгоизма. По дороге домой после нашей встречи зайдите в свой любимый магазин, в свое любимое кафе. Купите свое любимое лакомство, то, что сделает вас счастливее, то, которое, может быть, вы откладывали, потому что сегодня не тот день, нужно немножко похудеть, или я недостаточно потрудился, чтобы покупать это. Не думайте об этом. Зайдите, купите себе, съешьте это лакомство, побалуйте себя. Дома вечером примите горячую ванну, посмотрите ваш любимый фильм, сериал, может быть, выпить бокальчик вина, если это вас расслабляет. Понимаете, о чем я? Сделать сегодня вечером то, что вы любите делать всей своей душой. Для кого-то это может быть поедание пиццы и бутылочка 2 пива. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Небольшая доза, если она вас расслабляет. Для кого-то, может быть, это весь вечер смотреть сериалы. Играть в видеоигры, если это какие-то не очень напрягающие видеоигры, которые вас не раздражают. Ну, или, может быть, просто поваляться на кровати, почитать книгу, журнал, поспать в конце концов. Вы понимаете, о чем я? Да, делать сегодня в оставшееся время до полуночи делать все то, что вы захотите, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о том, что про вас могут подумать, сказать другие люди, близкие. Делайте сегодня только то, что вы сами захотите. И на нашей следующей встрече вы мне расскажете, какие эмоции вы при этом испытали. Хорошо? Замечательно. Сегодня оставшийся день только ваш. Помните об этом. Сегодня вам можно все. Замечательно. Ну что ж, был рад с вами пообщаться. Увидимся на следующей встрече. Всего доброго. До свидания.